Так, я лежу в укрытии уже. Как раз сегодня ночью обещали просто полную жесть. А, на часах у нас 2:30. Я, наверное, не выдерживаю дотянуть до 5 утра, потому что обычно у них по расписанию, по графику все начинается в 5 утра. Вот, я здесь на полу. Надеюсь, все-таки это был обман, и ничего такого ночью не произойдет. Всем привет! У нас такой, знаете, немножко сонный день, так как комендантский час, почти 2 дня выходить никуда нельзя. Вот, я нормально так поспала сегодня, я проснулась в 2 часа дня. Вот, сейчас Юра спит, чувствую, что я опять ночью вырублюсь, а он будет на дежурстве слушать, как что. Вот такие вот дела. Переоделась, лосины надела от термобелья, более-менее такие низкие, знаете, удобно. Хотела еще сказать по поводу своего самочувствия, вообще веса, беременного веса, 28 недель. Я за все 28 недель набрала всего лишь 3 килограмма. Я считаю, что это очень мало. И вообще интересно, есть ли это проблемой, но врач мне сказал, что это вообще не проблема. Я много потеряла в первом триместре, вот. И сейчас получается, что за 28 недель я набрала всего лишь 3 кг, и за последнюю неделю 1 килограмм из этих 3 килограмм. То есть получается, в следующей неделе я буду поправляться по килограмму в неделю. Ну, я так рассчитываю. Ну, в принципе, ну ничего. Сейчас уже, честно, без разницы, какая там фигура, какое тело будет. Самое главное, конечно, здоровье. Вот, я питаюсь более-менее нормально. Вот сейчас буду ставить картошку в духовку. Вот. И, ой, рука болит. Самое главное, чтобы ребеночек был с нормальным весом, то есть не с каким-то супер минимальным, знаете, чтобы ему это было на вред. Поэтому я, в принципе, рада, что я начала поправляться. Итак, я себя пытаюсь отвлечь. Вот буду читать книжку «365 советов» Комаровского. Здесь полностью советы по поводу, ну, видите, массажа, ножки, ручки, все, кормление. Очень любопытно. Просто, знаете, так, чтобы впитать в голове, чтобы оно было. Мне кажется, будет полезно. И сейчас я нашла наконец-то магазин, который у нас работает. Я там покупала сумки для беременных, для роддома, точнее, прозрачные. И этот магазин совсем недалеко от меня, через дороги 2 примерно. Спросила, будут ли они работать. Сказали, что да, после комендантского часа там будет появляться менеджер, поэтому можно самовывозом прийти забрать заказ. Что мне нужно? Мне нужно докупить царапки на ручке. Нет, я думала уже сама шить. Потом мне нужно еще, наверное, бодик 1-2 и шапочки, чепчики. Носочки есть. Так, знаете, такой минимальный набор, в принципе. Ну, в принципе, есть. Вот, просто на сменку, чтобы было. Вот такие вот дела. Нужно уже, чтобы было все укомплектовано. И, возможно, еще что-то посмотрю для себя, для роддома. Ночнушки покупать не буду. Я хотела заказывать ночнушки отдельные, такие дешевые. Я возьму то, что, помните, показывала. Бонприкс мне прислал рубашку длинную, то, может, какие-то свои ночнушки возьму еще. И все. Как вы поняли, ночью, в принципе, у нас на районе ничего такого не произошло, но в Киеве, конечно, они, знаете, вот как раз в одно и то же время бомбят. Вот. Есть районы, которые прилетало, но у нас была более-менее тихая ночь. Я такая смешная, завтра постараюсь помыть голову, это уже неделю я ее не мыла. Вот. Я из-за того, что заклеила окна скотчем, слышно не так сильно. То есть, когда даже окна закрыты, было слышно раньше. Сейчас вообще ничего не слышно. Вот. Ну как, если сильно прислушаться, если все выключено в квартире. Ну, тоже это все периодически происходит. Я заказала в магазинчике
Может, помните, я показывала вам, заказывала сумки в роддом прозрачные. Этот магазин, в предыдущих файлах я рассказывала. Там есть детские товары. Я немножко себя отвлекла, заказала газоотводную трубочку, на всякий случай, чтобы это было уже все в комплекте. Там же я нашла перекись и зеленку, потому что нельзя найти в аптеках, просто такого нет сейчас в продаже. Я стояла, помню, в очереди очень довольно так долго и толком ничего не нашла, кроме витамина D. Значит, царапки я заказала, шапочка у меня еще есть, 2 шапочки, по-моему, есть у нас. Вот, но без, не чепчиком, знаете, не знаю, нужно ли чепчиком прям, будет ли оно так прям очень необходимо. Посмотрим, все равно еще как бы 2 месяца, я думаю, что до этого времени что-то придумаем. Вот, и заказала разные там наборчики, вот получу, покажу. Там есть такая штучка, как клизмочка, но респиратор или как-то так называется, для носа и маленькая клизмочка. Короче, такой, чтобы это все было в наборе. Вот, положила в корзину, получилось на 241 гривну, по-моему. Бодики я не заказывала, там бодики, да, сейчас так, знаете, странно сказать, 150 гривен это дорого, потому что есть бодики по 50-70 гривен на других интернет-магазинах, сайтах, но у нас не работает новая почта вообще. Рядом возле меня новой почты нет. Я, по крайней мере, смотрела на сайте, спрашивала у девчонок, все закрыто. Кстати, как идея, приготовьте, это не подгорело, а поджарилось хорошо, сладкие гренки. Помните, как в детстве я сделала, очень вкусно. Когда хочется чего-то супер сладкого, у нас батон, это просто батон уже был такой, знаете, ну, уже позавчерашний, и молоко было с яйцом. Я это все размешала, прям очень вкусно с Юрой точим. Сегодня в Инстаграме получала несколько писем по поводу того, что девочки благодарят то, что я снимаю влоги, хоть как-то отвлекаются они, и я тоже отвлекаюсь, девчонки. На самом деле хочется, конечно, минимум нести какой-то такой негативной информации сейчас уже. Проблема в том, что мы уже все привыкаем к этому всему, вот, и меня это отвлекает в первую очередь. Во-первых, монтаж. Я, ну, полностью как бы абстрагируюсь от всего, даже от новостей, и стараюсь что-то, да, там снять, рассказать. Монтаж, вывожу видео, потом описание делаю. Это занимает довольно так нормально времени, и этим меня это все отвлекает. Поэтому я, наверное, да, продолжу снимать. Вот. И Юрка поддерживает тоже. Так что, думаю, с вами видеться мы будем очень часто. Я продолжаю закрывать комментарии от ботов, реально, не от негативных комментариев, а от ботов. Поэтому, кто, может, захочет, будет желание, напишите мне, кто знает. Мама вот мне пересадила цветочек, подарила, когда гендер-пати было. Очень красивый цветок, я хочу его сейчас помыть, листики. И почему-то вот один листик, он пожелтел. Не знаю. Ну, в принципе, он суховат. Мне, наверное, нужно просто полить, мне так кажется. Сейчас цветы, на самом деле, это такое, знаете, последнее, о чем я думаю, но я вчера полила все цветы, которые у меня стоят в комнате, а этот я вынесла на кухню, потому что он, ну, нуждается в свете. Тут чуть больше света все-таки. Так что сейчас полью. Днем валяемся здесь. Это, кстати, подушка. Я когда-то работала у Горызра мебель. Вот, стрелки пошли. Я сняла чехол постирать. Чехол полностью от джинса. В джинсах спала, между ног ее уложила, между коленками. Чтобы, ну, так легче, вы знаете, да, кто одеялко любит подкладывать. Ой, подушка с эффектом memory. Очень классная. Надо постирать чехол. Вот, не знаю, эта краска отстирается или нет от катона. Здесь мы лежим днем, а на ночь, ну, спать, идем в другую комнату. Я здесь так вот топаем, чемоданы. Вот здесь мы спим. Здесь спим, и я сплю под стеной на вот этой подушке. Юрка спит здесь, мы подушки просто сюда приносим. Я не стелила ничего, тут чисто плед просто. Вот, и покрывало хватает вполне. Я вам скажу, в принципе, здесь даже очень уютно. Под этим шкафом моим я накрыла простыню на резинке. Вот. Уютно, нормально, не дует, тихо. И чувствую себя более безопасно, потому что там же совсем под окном.
А здесь, получается, Юра поставил дверь. За дверью там еще, короче, целая стена, считай. Вот, плюс здесь еще шкаф он подвинул. Ну, конечно, если, извините за выражение, ебанет, то, конечно, это все без толку, оно разлетится. Но морально зато спокойно. Там еще и поролон, господи, всякое. Вот стирка высохла, нужно будет поскладывать. И доплером я очень часто последнее время слушаю ребеночка. Ну, сердцебиение очень хорошее. Сейчас в этот период от 130 до 145, до 150 нормально. В среднем это 145 у меня, точнее у ребеночка. Вот, просто так интересно, когда прикладываешь на одно место, вот здесь вот слушаешь, и он начинает куда-то там уплывать, ну, как-то шевелиться, и по доплеру это все очень слышно. Просто так, ради интереса. Вот такие дела. Честно, я очень хочу, чтобы это уже все побыстрее закончилось, и уже пораскладывать по шкафам все, что мы пособирали, сделать какую-то уборку, потому что тут так все под ногами валяется, ну, грубо говоря, да. Двери на место поставить. Вот. Ну, надеемся. Кстати, Ева возле нас здесь спит тоже. Надеемся и очень ждем, что еще совсем чуть-чуть осталось. Когда совсем вот так вот громко-громко мы идем в общий коридор. С соседями там встречаемся, у нас там стулья стоят. Также матрас есть, топпер, который на кровать, на диван я вынесла, наш двухспальный. Для того, чтобы, если что, можно было или накрыться, или же лечь на него. Короче, у нас общий коридор — одно из самых безопасных мест в доме. И этажность у нас очень хорошая. Ну, кто читает ники, я думаю, вы знаете. Вот, и у нас есть погреб, конечно, не погреб, а подвал. Но он на один вход и выход один. Это просто подвал, это не укрытие. Сначала люди туда бегали каждое объявление. Сейчас я так поняла, что уже никто не бегает. Мало того, что еще много кто вернулся обратно. Я вот тоже думаю, если бы я на второй день уехала бы, да, не за границу, а на западную, я бы уже тоже вернулась, потому что деньги бы просто уже закончились жить там. Так что очень многие вернулись, и людей просто, ну, очень много. Такое ощущение, что никто не выезжал. И машин много, и машины ездят днем. Вот знаете, как в обычные дни. Еще хочу поскладывать в шкаф отдельно. Вот здесь эти памперсы, салфетки, но эта сумка, здесь часть в роддом, а часть в роддом у меня именно в чемодане с собой, если что, брать. Все, ребятки, я буду отключаться. Я скажу сразу, лайк ничего под видео особо не значит, но я вижу, и мне очень приятно то, что вы оцениваете видео. Мне приятно. Немножко отвлеклись с вами. Сейчас буду монтировать, пока Юрка там новости слушает. Фильм вряд ли будем смотреть, я буду читать. Читать полезно, хоть сейчас займу время чтением. Может, умнее стану. Я вас всех крепко обнимаю. Всем пока.